Здравствуйте все на канале Творческий сундучок, с вами Татьяна. Сегодня будем печь вот такую изысканную пиццу. Вы видите, что здесь мельчайшие лоскуточки, которые, в общем, никуда не пригодятся, обрывки ниток. То есть весь текстильный мусор, который остается после каких-то проектов. Ну, девочки, я не знаю, к какому результату все это приведет. Все делается по наитию, как по воображению, у кого как работает. Вот набросала хаотично, потом начинаешь уже что-то подправлять, что-то под низ убирать, что-то вытаскивать наверх. И вот так мы будем продолжать, пока результат нас, не удовлетворит. Вот, девочки, я вроде как все уже выложила, и потом я прощупала, чтобы везде была одинаковая толщина. Где необходимо, я добавила. И решила вот эту лужайку импровизированную немножко оживить. Вот из остатка органзы, вот такой, это занавесочная ткань с рисунком. И вот эти мелкие цветочки я вырезала. И так вот кое-где их рассыпала. Ну, все настолько схематично, и несложно. Я думаю, что это каждый сможет красоту себе создать. И вот сейчас, после того, как результат удовлетворит более-менее, можно еще в стороночке походить, потом посмотреть свежим взглядом, может быть, что-то добавить, какой-то лоскуточек поменять местами или вообще убрать. Никакой клеевой основы я здесь не использовала, но как-то вот сомневаюсь, что вот эти мелкие лоскуточки, совсем уж мелкие, они могут при стежке сдвинуться, поэтому я, может быть, положу сюда клеевую паутинку. Вот надо будет. А потом я все это накрою тканью, вернее, органзой, и потом через ткань пропарю. Так, я решила все-таки вот этот сиреневый колос закрепить клеевой паутинкой. Вот такими маленькими кусочками я сейчас буду вкладывать под низ. Но не буду вас утомлять. За кадром это сделаю. Если кому-то интересна тема пиццы, а если вы еще здесь, значит, вам интересно, можете посмотреть мои прежние работы на канале. Там есть и сумки из пиццы, и комбинированные с джинсой, и подушка новогодняя в технике пицца. Ну вот, собрала я всю картинку. Последний взгляд можно бросить. Где-то какие-то, может быть, ниточки убрать, как здесь. Ну и приступаем к следующему этапу. Если вы заметили, у меня без подклада
на коробке из-под мозаичной картины просто лежит ткань, и на нее вот я, не подумав, все вот это вот бросилась мне эта мысль, вот, и я быстренько начала все это вытворять. И теперь мне надо же перенести на подложку, а подложка будет состоять из тонкого слоя синтепона. И вот смотрите, как можно безболезненно все это проделать. Вот я внизу постелила ткань, на нее разложила тонкий слой синтепона. И теперь я аккуратно, вот таким образом, просто сдвигаю и аккуратненько, опля, все на месте. Лишнюю ткань я сейчас срежу. Нижнюю я подготовила по размеру нашей картинки. И теперь я накрываю все это художество сеточкой. К сожалению, прозрачнее ничего не нашлось. Приглушает значительно, конечно. Мне так хотелось сохранить яркость красок, потому что они как бы из естественных красок не выбиваются. Ну, что есть, как говорится. Так, положила я сеточку. Это кусочек от тюля. И теперь я накрываю еще раз наше полотно тонкой тканью, можно марлечкой. У меня это вот такая тканюшка, по-моему, она называется Майя. Была раньше такая ткань. Вот. И я накрываю аккуратненько сверху. И теперь буду пропаривать все утюгом. А в прежних видео я показывала, как это проделывается. Ну, повторю еще раз. Ставим утюг. Держим несколько секунд. Затем переставляем. Опять выжидаем. Ну и так всю площадь. После того, как я все пропарила, я начала все скалывать булавочками, и делаю это очень часто, чтобы у нас ничто не смещалось, никуда не сдвигалось. И после этого я все это под машинку и стягать начну. Сначала по периметру прошью, чтобы все лоскуточки у нас остались на месте, никуда не высыпались. А потом уже основное. Стягать я буду на простой машинке, обычной лапкой. И вот, девочки, я простегала все. Как я вам говорила, уже стегала на простой машинке, обычной лапкой, ничего не меняла. Стегала продольными стежками, если вам видно. Стежки, понятно, что они не должны быть ровными. Нитки подбирала в цвет детали, которую стегала. Здесь вот, например, красные, здесь сиреневые, ну и зелень. И небо тоже голубыми нитками все это. И вот после обрезки у меня деталь получилась 30 на 40. И теперь мне надо это окантовать. Я вырезала бейки шириной 3,5 сантиметра.
Вот так выглядит изделие после окантовки. Девочке получилось совсем не запланированное, не то, что рассчитывала сделать. Хотела сделать ланчмат. Получилась вот такая картинка, хотя она, наверное, на столе будет тоже хорошо смотреться. Ну вот, мне нравится, что здесь хочется разглядывать все, каждую травинку, каждый цветочек. Мне нравится, как небо выглядит. И вот, казалось бы, все так делалось, как бы даже сказать, небрежно, что ли, собственно, из мусора. И теперь уже это и мусором не хочется называть. Вот такие текстильные краски, что ли. И вот куда теперь ее, эту пиццу? На стол или на стену? Девочки, поделитесь своим мнением в комментариях. Если видео понравилось, ставьте лайк, жмите на колокольчик, подписывайтесь на канал. Я с вами прощаюсь. До свидания, до скорой встречи.